Приветствую, искатели! Я неоднократно натыкался на комментарии под своими видеотеориями, посвященными асгардской тематике, или даже под чужими видео, в которых было высказано желание увидеть фильм или сериал, повествующий о молодости Одина. Несмотря на то, что к данной инициативе я отношусь с большой долей скепсиса, я не могу не признать, что в глубине души мне бы хотелось, чтобы некоторые мои предположения, посвященные этому персонажу, в дальнейшем подтвердились. Например, теория о том, что Агамото — это земная личина Одина, а это может произойти в случае, если Marvel Studios будут заинтересованы в том, чтобы раскрыть предысторию КВМ и Асгарда в частности. В свою очередь, это может произойти двумя путями. Первый был уже описан вами, это производство фильма или сериала, и вторым путем – публикация издания на примере визуального словаря или файлов Ваканды, где представлен расширенный взгляд на КВМ. К слову, благодаря информации из визуального словаря подтвердилась фанатская теория о связи предков Тора с камнем души. Согласно ней, Красный Череп подчеркнул знания об оранжевом камне из книги Игдрасиль, копию которой Шмидт обнаружил в Норвегии. Было бы неплохо увидеть какие-нибудь асгардские хроники о прошлом Одина и камней. Если рассматривать первый путь, то в результате своих размышлений я нашел, пожалуй, наиболее заманчивые моменты из комиксов, который одновременно может представлять коммерческий интерес для студии, так и рассказать о предыстории киновселенной Marvel. И это экранизация комикса «Мстители 1 миллион лет назад», посвященной первой команде супергероев, в состав которой входили следующие герои: Молодой Один, Первая Черная Пантера, Леди Феникс, Мастер Агамото, Призрачный Гонщик и Первый Железный Кулак. Я не буду пересказывать комикс, если хотите ознакомиться с ним, ссылка на него есть в описании. К тому же вам стоит помнить, как Marvel Studios экранизирует первоисточник. Для нас в данном вопросе имеет значение только то, что в комиксах, на основе которых создатели пишут сценарии и прорабатывают свою вселенную, существует первая команда супергероев. И это, пожалуй, идеальный способ рассказать о предыстории молодого Одина и заодно пролить свет на некоторые белые пятна кинематографической вселенной Marvel. Я предлагаю поговорить как раз о том, что если Marvel решатся экранизировать данный комикс. Я думаю, все из нас прекрасно понимают, что если это и произойдет, то это не будет дословный перенос комикса на большие экраны. Создатели в любом случае допустят определенные творческие вольности, а также подгонят эту историю под рамки вселенной. Бренд Мстителей слишком популярен, и это превосходный инструмент для того, чтобы показать нам события, предшествующие тому, что нам известно как сага бесконечности. Естественно, что касается экранизации комикса, то речь не идет о миллионе лет назад. В нашем случае отсчет пойдет на несколько тысяч лет, что, кстати, хронологически имеет место, так как последние 5000 лет на троне Асгарда восседает отец Тора, всеотец Один. Отталкиваясь от данной перспективы, я попробую найти в фильмах для нее предпосылки. Поскольку Энтони Хопкинс находится в очень преклонном возрасте, рассчитывать на его возвращение к этой роли не стоит, в связи с чем логичнее показать его молодую версию. На фреске, изображающей Одина и Хеллу, и во флешбеке, где Один сражается с йотунами, всеотец уже находится в преклонном возрасте, что может говорить о том, что он довольно поздно задумался о продолжении рода, а значит, возможно, у него была бурная молодость. То есть Один был настолько занят, что ему просто было не до детей, а вот то, чем он был занят, это как раз может быть тем самым, о чем рассказывает упомянутый ранее комикс. И тут мы вспоминаем, что асгардцы в среднем живут 5000 лет. Мы не боги. Мы рождаемся, живем, умираем, так же, как люди. Плюс-минус 5000 лет. Еще раз повторяю, слова Тора про 500 000 лет назад, сказанные в адрес Суртура, это всего лишь фигура речи. Суртур! Нет, ну каков паразит! Все еще живой! Думал, отец тебя прибил лет так с 500 000 назад. Мы примерно знаем, чем занимался Один последние 1000 или может 2000 лет, а вот что происходило в галактике до этих событий, остается почвой для предположений. Ведь только лишь последние события, показанные в КВМ, хронологически охватывают промежуток в 15 лет, когда у нас идет речь о целых тысячелетиях, за которые во вселенной могло произойти что угодно и какие угодно события. Но чтобы не уходить в совсем уж дремучие дебри фантазии, я склоняюсь к идее, что эта история должна стать приквелом,
который не просто расскажет, что было до, но и будет привязан к текущему сюжету КВМ. Под этим я имею в виду, чтобы создатели объяснили, почему на момент начала ее событий каждый из камней бесконечности был помещен в дополнительную оболочку и спрятан по разным уголкам вселенной. Ведь когда сага бесконечности только началась, мы буквально искали их вплоть до премьеры Войны бесконечности. Это не может быть случайностью. Камни являются собой самые могущественные артефакты, по крайней мере из тех, что были представлены. Они могут привести к скачку в развитии целой цивилизации, послужить мощным оружием. Мы видели, как энергия камня пространства наделила Кэрол Денверс суперспособностями, как Эссен-искатель очистил целую планету с помощью камня силы. Поэтому удивительно, что они так тщательно были спрятаны и никем не использовались. Складывается стойкое ощущение, что некто в прошлом спрятал все камни, чтобы уберечь вселенную от их пагубного влияния. Я уже выдвигал теорию, что это могли сделать предки Тора, но было бы странно приписывать им все заслуги, будто вся вселенная держалась лишь на их плечах. Это маловероятно. Так что я думаю о целой группе хранителей камней. Те же Мстители. Они по сути выступали в роли хранителей реликтов, хоть и не понимали этого до конца. Когда кто-то пытался использовать слитки во зло, они им препятствовали. Так почему же нельзя предположить, что и раньше существовала подобная сила – команда? Если взглянуть на ситуацию более отстраненно, то этот сценарий также кажется возможным, поскольку так развиваются приквелы. Они во многом похожи на исходную историю. С этой позиции, я думаю, этот фильм или сериал можно было бы наполнить множеством отсылок, параллелей и шуток, прямо отсылающих нас к оригинальному составу команды. С другой стороны, этот проект может быть востребован, если создатели на манер Черного Адама DC захотят показать предысторию некого злодея, с которым эти Мстители древности столкнулись и победили, изгнали, возможно, где-то пленили, и он спустя 1000 лет вернется в основной линейке фильмов. Ведь сложно поспорить с тем, что студии, кто бы что ни говорил, конкурируют между собой за зрительские симпатии, поэтому некоторые проекты Marvel и DC так похожи. Из последнего лента о Флэше и сиквел Доктора Стрэнджа. В обоих случаях конкурирующие студии собираются представить нам мультивселенную. В связи с чем Мстители древности, это условное название, могут стать ответом на Черного Адама DC, где, как уже известно, будет представлено Общество справедливости Америки, команда супергероев, которая предшествовала современной Лиге справедливости. Кто же мог быть этим злодеем? Вопрос открытый, так как тут все зависит от планов студии. Но учитывая обилие антагонистов из комиксов, не думаю, что с этим могут быть проблемы. В завершении всего сказанного я хотел бы поделиться списком актеров, которые, по моему мнению, могли бы сыграть Мстителей древности. Один – Люк Хемсворт, брат Криса, что органично объяснит внешнее сходство персонажей. Черная Пантера – Лас Алонсо, фактурный афроамериканский актер из сериала «Пацаны». Леди Феникс – Софи Тернер. Ей уже не представится возможность вернуться к роли Джин Грей, поскольку будет рекаст, но в качестве первой носительницы Феникса она могла бы вновь примерить этот образ. На роль Агамото я бы пригласил Итана Хоука, актера, который рассматривался на роль Стрэнджа. Призрачный гонщик Аарон Пол и Железный кулак – это Карен Фукухара, поскольку, как гласит комикс-первоисточник, первым Железным кулаком была женщина. Карен уже зарекомендовала себя в супергеройском амплуа, и было бы интересно, если бы она пополнила ряды актеров стана Marvel, так как она уже побывала в стане DC и Пацанах. Искатели, раз вы на меня подписаны или вообще впервые здесь, предлагаю зайти на канал и посмотреть другие мои работы. У меня есть целый цикл роликов про каждый из камней. Ну а чтобы новые видео не заставили себя долго ждать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте обо мне своим друзьям и подписывайтесь на другие мои социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм. Все ссылки есть в описании.